Что ж, я сделал автоматический решатель судоку. От пользователя требуется лишь запустить программу и открыть окно с игрой. У вас может возникнуть резонный вопрос: зачем или почему? Да, просто от нехуй делать. На самом деле, коэффициент полезного действия не отрицательный, потому что приобретенные навыки могут пригодиться в будущем. Как работает эта программа? Вот мы запускаем скрипт main.py. Далее идет пауза перед скриншотом, указанная в конфиге. Сейчас стоит 1 секунда для того, чтобы я успел переключиться на окно с игрой. Можно разделить окна и убрать паузу. На Windows это делается с помощью клавиши Win и стрелок. Затем программа определит положение судоку на скриншоте, распознает цифры, решит головоломку и заполнит решение на экране. Что здесь нужно подчеркнуть? Заполнение будет работать только на сайтах, где можно использовать клавиатуру, а именно стрелки и цифры. Например, есть сайт OnSudoku, интерфейс которого не рассчитан на использование клавиатуры. Если нужно просто получить решение в терминале, можно закомментировать или удалить функцию заполнения интерфейса в главном модуле. Важно сказать про паузу между переходом на клетку и ее заполнением. Ее можно изменить с помощью константы в PyAutoGUI. По умолчанию стоит 1/10 секунды или 100 миллисекунд. Получается очень медленно. 10 миллисекунд выглядят уже поприятнее. Ну а без паузы вообще шикарно, сайт даже пролагивает от такого количества действий за короткий момент. Рубрика «Занимательные факты». Рекорд Гиннесса по решению легкого судоку был поставлен американцем Томасом Снайдером 20 мая 2006 года. Он справился за 1 минуту 23 секунды. Я думаю, что детально рассматривать программу нет особого смысла, но есть смысл описать некоторые моменты. Для обнаружения судоку на скриншоте используется библиотека компьютерного зрения OpenCV. Сначала на скриншоте находятся контуры, затем выполняется полигональная аппроксимация с помощью алгоритма Дугласа Пекера. Да кому это интересно вообще? Просто эта функция находит на изображении квадрат и смотрит, чтобы в нем было не меньше 16 линий. Это я почему раньше докстринги не писал? Потому что у меня чат GPT не было. Для распознавания цифр я попробовал 3 библиотеки: EasyOCR, PyTesseract и PaddleOCR. И естественно, лучшая точность и комфорт в использовании были у последней из мною пробуемых библиотек, а именно PaddleOCR. В программе создается бинарное изображение судоку, затем оно делится на изображения клеток, а уже они распознаются. Можно было попробовать реализовать распознавание целого изображения, но мой метод мне показался проще и надежнее. Судоку решается с помощью алгоритма бэктрекинга. Что он делает? Находит первую пустую клетку, заполняет возможной цифрой, проверяет на нарушение правил, идет на следующую пустую клетку. Если правила нарушаются, возвращается на предыдущую пустую клетку и пробует другую возможную цифру. Этот метод также можно назвать брутфорсом, потому что он пробует все возможные комбинации. Так что для правильного заполнения судоку должно иметь только одно решение. Если вы захотите познакомиться с программой получше, заходите на GitHub, ссылку оставлю в описании. Что ж, пока.